Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет весеннее такое видео. Хочу вас немножечко отвлечь от всего, что происходит, чтобы вы почувствовали все-таки приближение весны. В Европе она наступает с 22 марта. Поэтому это видео будет про весенние ароматы, те ароматы, которые у меня ассоциируются с весной, сочетание именно весенних цветов, именно таких мотивов, такого легкого, нежного, светлого, чего-то нового и очень-очень дарящего надежду, чего-то приятного. Первый аромат, который у меня любимый для весны, это Pure Poison. Это Dior. Это пуазон, который, мне кажется, самый-самый-самый для меня приятный. Чистый пуазон, который был, он для меня слишком рисковат, слишком плотный, такой немного грубоватый. А вот в этом пуазоне я нашла легкое такое сочетание классического пуазона и именно такое весеннее прочтение этого аромата. Настроение очень создает волшебное, легкое. Это белые цветы, это как и сам флакон. Он, видите, немного в таких вот в белых тонах, с таким градиентом красивым. Белоцветочный, и цитрусовый, и древесный. Здесь очень приятное сочетание жасмина с апельсином, бергамотом, гардения, цветок апельсина, сандал, белая амбра, белый мускус и кедр. Этот аромат мне напоминает, он у меня почему-то еще ассоциируется с желтыми цветами. Я почему-то его все время ассоциируется с чем-то новым, с чем-то легким, весенним, свежим. Особенно на холодную весну он просто великолепный. Аромат вышел в 2004 году, и создателем этого аромата был Карлос Бене, Доминик Ропьон и Оливье Польш. В общем, 3 парфюмера работали над этим ароматом. Мне кажется, что они создали что-то по-настоящему такое, какое-то сокровище. И чистый яд, конечно, я бы все-таки... Название такое очень харизматичное, да, чистый яд. Но мне кажется, это настолько приятный яд, который вы с удовольствием носите, который повышает вам, поднимает вам настроение, который как-то настраивает на лучшее. Это аромат, который очень женственный, и прежде всего вот у меня почему-то тоже ассоциируется с желтыми цветами, с какими-то, хотя здесь жасмин и гардения, это белые цветы, но в моем восприятии этого аромата какие-то весенние цветы, весенние ноты, и я очень люблю этот аромат. Мне кажется, это такой, он немножко холодный, есть в нем такая какая-то немножко, может быть, строгость, но он при этом все-таки безумно женственный. И да, может быть, он дарит его обладательнице какую-то некую отстраненность, некую холодность, такую возвышенность, но он необыкновенно красив. И вот холодная весна, мне кажется, это прям самое-самое лучшее время года для этого аромата. Следующий мой любимый аромат на весну, и это аромат, я считаю, вообще весенний, это сама весна, и я уже много снимала об этом аромате. Это аромат от Kenzo, это Le Monde et Beau, в очень красивом таком флаконе в виде камушка какого-то, здесь такого белого цветка, и это просто необыкновенное сочетание весенних цветов. Он заявлен как фруктовый, фужерный и немного пряный, цитрусовый. Очень здесь обширная пирамида. Выпущен он в 1997 году. Это аромат довольно старый, но при этом он необыкновенно актуальный
по сей день. Очень красивый, очень по-настоящему весенний. Здесь ноты базилика, черной смородины, мандарина, магнолии. Магнолия вот необыкновенно тоже здесь хороша. И, наверное, что-то его роднит немножко с мандарином, базиликом. Что-то есть какое-то близкое такое сочетание. Вот эти ноты мандарина, базилика я здесь отчетливо слышу, особенно в верхних нотах. Жимолость, цветок японской вишни, жасмин и рис. И ноты базы — это ежевика, ветивер, кедр, сандал и бобы тонка. Но прежде всего это легкий аромат, очень весенний, по-настоящему такой вот, видимо, цитрусы, базилик. Мне кажется, он прекрасно подойдет вот уже, когда становится весна такая более теплая, когда уже 12-15 градусов, необыкновенно он красиво раскрывается, он обладает прекрасным шлейфом. Вот такой, знаете, дарит какой-то вот, окрыляет, как-то возвышает, можно сказать. Такое прекрасное сочетание и магнолии, и базилика, и цитрусов, и вишни, цветов вишни, мускуса, сандала. Ну, я не могу сказать, что как-то я чувствую здесь бобы тонка. Мне кажется, это прежде всего это букет весенних цветов. Для меня здесь еще есть и мимоза, мне кажется, здесь есть и нарциссы, и крокусы. Это вот прям вот букет весенних, нежных таких первых, мне кажется, таких вот, как глоток первого весеннего воздуха, такой глоток прекрасных цветов, охапка весенних прекрасных цветов. Вот это Лемон Тебо. И, к сожалению, кто-то говорит, что его сняли, но я его спокойно покупала в магазине. В Рив-Гоше он всегда стоит на нижней полочке, я помню. И в Европе тоже постоянно, я везде вижу, он в продаже есть. Как бы, не знаю, точно не могу сказать, сняли ли его с производства, но я его в продаже вижу. И в интернет-магазинах, и везде. В общем, если вы ищете хороший, красивый, женственный, весенний парфюм, то обратите внимание, потому что вот многие на него просто не обращают внимания. Но это такая красота, которая, мне кажется, должна быть обязательно. Особенно весной он необыкновенно хорош. Обожаю этот аромат. И это какое-то вот произведение искусства. Все-таки Кинзо умеет делать ароматы с достойной ему такой вот японской, восточной утонченностью. Не всем это удается. Вот это один из вариантов таких. Следующий весенний аромат для меня это Твилли. У меня маленькая версия. Это самый первый классический Твилли. Сейчас вышло уже миллион фланкеров. Последний фланкер такого вот желтенького цвета. Он очень понравился моей дочери. Вот. Мне нравится вот классический. Ну, этот желтенький тоже очень красивый. В этом аромате, конечно, главенствует тубероза и главенствует имбирь. Но в окружении цветок апельсина, тубероза, жасмин, немного сандала и ванили. Имбирь. Самая отличительная черта, мне кажется, ароматов Твилли — это имбирь. И мне нравятся ароматы Эрме тем, что они необыкновенно стойкие все, необыкновенно шлейфовые. И вы каждый раз вот с момента нанесения и в течение всего дня, пока вы носите этот аромат, вы ощущаете все грани этого аромата. Сначала вы чувствуете вот легкий бергамот с имбирем, потом вы чувствуете приятную такую сочную туберозу, потом
появляется ваниль с сандалом. И вот эти грани ароматов как-то интересно открываются каждый раз. То сначала вы чувствуете вот имбирь с бергамотом, потом вы чувствуете туберозу, потом как-то вот появляются ноты ванили такой теплый. В общем, прекрасный аромат, особенно весной, особенно на солнечную весну. Прекрасно он как-то и бодрит, и веселит, и настраивает как-то на положительные такие эмоции, которых нам сейчас всем не хватает. Поэтому Твили от Hermes — это превосходный весенний тоже аромат, который вам советую. Еще один любимый аромат, который стал у меня любимым недавно, это аромат от Cartier, это аромат L'Envol. Это мужской аромат, но несмотря на то, что он мужской, для меня тоже он ассоциируется у меня с весной, с теплым временем года, когда все распускается, растут новые, растет, все становится более зеленым, распускаются почки, начинается цветение деревьев. Вот именно с чем-то таким приятным, новым ассоциируется этот аромат. Очень красиво скроен, бесподобно. Несмотря на то, что он мужской, я могу с стопроцентностью назвать этот аромат унисекс. Он, мне кажется, вот прямо ассоциируется у меня почему-то именно с девушкой, с какой-то такой молодой, легкой, приятной в общении. Аромат, который тоже дарит какой-то позитив. Здесь есть и какие-то такие приятные лимонадные ноты и ноты какого-то весеннего такого пробуждения, радости. Здесь есть очень артемизия, очень такой редко появляющий элемент, редко появляющийся ингредиент в парфюмерии, артемизия. Вот он очень дает такой своего рода приятную такую нотку. И также здесь пыльца. Пыльца именно легких таких вот цветков апельсиновых, цитрусовых деревьев. Вот очень тонко, тоже нежно, свежо, приятно. Просто прекрасный весенний аромат. Он у меня вот только недавно появился, но я прям влюбилась в этот аромат. Он меня прям радует, очень создает приятное такое настроение, как-то вот бодрит и дарит надежду, как-то радует очень. Очень легкий и при этом безумно женственный, несмотря на то, что он мужской. Ну и следующий аромат, который у меня тоже ассоциируется с весной, это Джо Малон, это английская груша и фрезия. Тоже этот аромат, в общем, здесь все сказано, здесь груша и фрезия. Фрезия — это для меня один из красивых, любимых цветов. Я тоже почему-то его всегда ассоциирую именно с весной, с таким вот весенним пробуждением после такой вот зимней спячки. И он может показаться немножко резким в начале. Но я хочу сказать, что вообще все ароматы Джо Малон, вот особенно с которыми я тесно так вот знакомилась, близко знакомилась, они все достаточно, несмотря на то, что они все колонии, они очень стойкие, очень такие, знаете, вот прям действительно ты их ощущаешь на протяжении всего дня, пока их носишь, и долго-долго их вот чувствую. И с этими вот колониями точно такая же история. Ну, легкая, мягкая груша, но здесь она не такая медовая, сочная и сладкая, а такая, знаете, более хрустящая, свежая, зеленая. Вот для меня такая. Ну и прекрасный аромат фрезии, необыкновенно красивый сам цветок. И для меня сразу вот почему-то, когда я пользуюсь этим ароматом, вот в воображении, в голове сразу представляю этот прекрасный весенний цветок, который тоже дарит такой вот лучик надежды, такую какую-то радость.
весеннюю такую от очень-очень хорошего, нового и такого что-то теплого. Несмотря что название только груша и фрезия, здесь очень тоже богатая пирамида. Здесь есть дыня, ноты дыни, хотя я их не ощущаю. Роза, ну роза есть, без исключения, бесспорно. Мускус, пачули, ревень, амбра. Вот, наверное, амбра с мускусом и пачули дают ему такую более они достаточно стойкие за счет этих нот, потому что я прям чувствую этот аромат достаточно долго. Несмотря вот я все удивляюсь, что это колонь, но он прям такой плотный. Вот как я и сказала, он такой свежий, колкий, фрезия и вот недозрелая груша. Для меня это вот такой аромат. Тоже вот ассоциация с весной. И на жаркое время года, конечно, его хорошо. И вот именно весна, его время. Теплое. Ну и последний аромат весенний, это тоже Джо Малон, это пионии и замша. Вышел этот аромат в 2013 году, Кристиан Нажель его выпустил. Тоже для меня он очень почему-то стойкий оказался. Я была тоже удивлена. Здесь яблоко, пион, роза, жасмин, гвоздика и базовые ноты это замша. Да, чувствую розу, чувствую замшу, естественно, пион. Очень, очень приятный здесь, кстати, пион. И вот из всех пионов, которые я слышала, мне кажется, он здесь тоже более такой, ну, более приближен к натуральному. Хотя, несмотря на то, что он называется пион и замша, верхняя нота здесь яблоко. Да, наверное, немножко. Чувствую яблочко красное. Ну и пион, как любой весенний цветок. Немного вот эта кожа, замша тоже дает плотность этому аромату, несмотря вроде на то, что это тоже колонь. Он все-таки немножко такой достаточно долго звучащий. Хотя вот странно опять, но почему-то вот эти ароматы вот в этой линейке, вот, с которыми у меня вот в виде такого набора, именно вот эти все оказались достаточно стойкими. И груша, и базилик с мандарином, и пион, и соль морская, колокольчик. Все достаточно стойкие. Я не знаю, может, какие-то они здесь прям даже концентрированные, я бы сказала. Я очень долго ощущаю этот аромат, но, скорее всего, больше вот из-за ноты замши. Тоже очень приятный, такой, знаете, приятное сочетание цветов, фрукта, яблочка и замши. Тоже дает такое звучание, но вот этот уже более, это на холодную весну, такое на раннюю весну. Больше аромат. Тоже мне очень-очень нравится. Необычный, интересный. Такое сочетание пиона с замшей. Вот это моя подборка весенних ароматов для вас. Надеюсь, что вам было интересно, я вас немножко развлекла. Ставьте лайк, подписывайтесь и пока-пока.